Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, предлагаю подписаться на наш канал. Ставьте колокольчик, пишите комментарии, пересылайте это видео своим друзьям и знакомым, а я начинаю. Тема сегодняшнего видео – это ответы на ваши вопросы. Ответ может быть развернутый, если тема сложная, или ответ может быть достаточно коротким. Поэтому, пожалуйста, в комментариях пишите темы и ситуации, по которым вы хотите получить консультацию или развернутый ответ. Тема сегодняшнего вопроса, тот вопрос, который неоднократно нам озвучивают, это вопрос, связанный с тем, что можно ли применять различные технологии, различные там течения психологии в различных там сферах, тема здорового образа жизни. Я могу перечислять как бы большой список, но ответ очень-очень простой, ну и, наверное, самый эффективный. Колесо жизненного баланса предназначено для того, чтобы вы могли различные методики, которые вы в разных сферах применяете, собрать воедино, выбрать из этих методик то, чем вы владеете в совершенстве. Вы можете выбрать ту методику, которую вы хотели бы освоить, с которой хотели бы познакомиться, потому что когда вы знакомитесь с новой технологией, с новой сферой знаний, вы в первую очередь расширяете свой кругозор. В дальнейшем вы понимаете, что что-то вы из этих знаний можете использовать сейчас, что-то можете использовать потом. А если вы будете регулярно практиковать состояние 4-8 в сфере личностного роста, то вы с удивлением для себя найдете такое состояние, когда любое обучение, которое вы будете проходить, любая информация, с которой вы знакомитесь в повседневной жизни, она будет вас приводить в состояние 4-8, когда вы эти знания достаточно легко применяете на практике. Итак, колесо жизненного баланса – это такая вот таблица Менделеева, где вы понимаете, на каком этапе жизни какая технология вам помогла, потому что самое главное, что дают узкие специалисты, психологи, тренера, те эксперты, к которым вы обращаетесь, они вас мотивируют. Они вас мотивируют на достижение результата, потому что они вам рассказывают, с чего можно начать, чего можно достичь. Колесо жизненного баланса дает вам понимание, как управлять своими состояниями. Поэтому 3 состояния есть в колесе жизненного баланса. Самое эффективное 8-10, когда вы перенаполнены энергией. Для того, чтобы находиться постоянно в состоянии 8-10, вам нужно практиковать такие сферы, как яркость жизни, духовный рост, не забывать о своем здоровье. Состояние 4-8 – это состояние, в котором находится большинство людей в период своего карьерного роста, профессионального рассвета. И состояние 0-4 – это те ситуации, в которых вы оказываетесь впервые, те ситуации, в которых вы еще не до конца для себя сформулировали четкую цель, чего хотите здесь достичь, какого состояния эмоционального, в каком эмоциональном состоянии вы хотите больше всего находиться. Я сейчас пройдусь по каждой сфере, потому что есть обратная связь, что наши видео часто смотрят на мобильном телефоне, и на время поездки, зная длину видео, можно включить, погрузиться в наши видео, получить какую-то информацию, которая помогает вам весь пережитый за день, насыщенный событиями день, разложить по полочкам. Задача колеса жизненного баланса – это такой вот некий органайзер. Некий органайзер – это в простом понимании. Если мы оперируем более сложными понятиями в своей жизни, у нас большая доля ответственности, это таблица Менделеева. Вот. И для этого мы сделали отдельные плейлисты, где четко есть хронометраж, там видео до 20 минут, видео там больше 30 минут, видео свыше часа. Вы можете выбрать этот плейлист, выбрать
самое популярное видео, потому что это для вас обратная связь, сколько людей просмотрело, к какому видео часто обращаются, или посмотреть новые актуальные видео, которые поднимают некоторые вопросы, которые уже встречаются в интернете, в персональной переписке, в персональных консультациях. То есть это ваша обратная связь, информация, которая дана вам заблаговременно, для того, чтобы вы поняли, какие тенденции в колесе жизненного баланса сейчас новые. Итак, давайте рассмотрим связь специалистов и технологий в каждой сфере. Я постараюсь как можно максимально сделать охват, какие методики здесь применяются и какой цели они достигают. Еще раз повторюсь, любые техники, любых специалистов, которые вы привлекаете к разъяснению ситуации, они в колесе жизненного баланса должны вас привести в более стабильное состояние. И задача специалистов — помочь вам решить вашу жизненную ситуацию в том объеме, как вы сформулировали запрос. Итак, первая сфера у нас отношения и семья. Здесь полезны любые авторы, любые специалисты, которые вам расскажут об укреплении отношений, о том, как совместно действовать, и о том, как прожить очень насыщенную положительными событиями долгую жизнь. Напомню, колесо жизненного баланса — это про долголетие профессиональное, и в данной сфере отношения семья — это личное долголетие. О чем можно здесь сказать, как об особенности? Практикуйте, пожалуйста, здесь все методики, которые помогают вам приблизиться к вашей цели, которую вы преследуете в личных отношениях. Это взаимоотношения с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной, то есть к чему вы хотите прийти в этом периоде жизни. То есть это может быть осторожное знакомство друг с другом, это долгосрочное планирование семьи, любую цель, которую сформулируете, вы можете передать запрос специалисту, специалист из своего арсенала вам предложит какой-то инструментарий, колесо жизненного баланса даст вам ответ. Вы находитесь в стабильном состоянии, это состояние 4-8, вы находитесь в состоянии 8-10, или у вас состояние 0,4, вам нужно привлекать дополнительных специалистов для того, чтобы они помогли вам из этого состояния выбраться. Если специалист не помогает вам выбраться из этого состояния, или ищите новую технологию, или просто изучаете методику колеса жизненного баланса по нашим видео, оно дает вам возможность разобраться в себе, и я думаю, что в течение года вы уже будете иметь хорошие стабильные навыки выхода из ситуации 0,4 или состояние 0,4, когда вы сомневаетесь, не можете принять решение, когда вы уже принимаете решение, у вас больше действий, меньше эмоций, и жизнь ваша становится спокойная, предсказуемая, и событий, которые вас радуют, у вас становится предостаточно. Итак, следующая сфера — друзья и окружение. Здесь я бы хотел сосредоточиться на тех специалистах, которые вам рассказывают об эффективном взаимодействии друг с другом. То есть первое — это необходимо понять, чего вы хотите от своего окружения, от родственников, друзей и знакомых, то есть какие ваши личные выгоды, какие ваши ожидания, какое для вас состояние является комфортным, а какое состояние вы хотите избежать. Здесь полезны психологи, которые помогают разобраться с вашим жизненным предназначением. Обязательно нужно раз в 5 лет, раз в 10 лет делать постановку своих целей, чего вы хотите, к чему стремитесь, в чем вы разочаровались, чего хотите избежать, а к чему стремитесь. Колесо жизненного баланса, я еще раз повторюсь, это ваше состояние. То есть если вы проанализируете свой прожитый путь в сфере друзья и окружения, вы заметите, что в определенном периоде времени вы находитесь в состоянии 4-8, то есть много действовали, иногда ошибались, но в любом случае достигали своих целей. Сфера здоровья и спорт. Любые специалисты, спортсмены, люди, практикующие здоровый образ жизни, все, что вас приводит к долголетию, да, все это полезно, надо попробовать. Наше пожелание — попробуйте то, что лично вам подходит, один раз в 10 лет.
пробуйте новый вид спорта. Это для расширения кругозора, для того, чтобы вы находили новых единомышленников. Ваше тело нуждается в вашей заботе, то есть время, проведенное для тренировки вашего тела, дает вам прекрасное ощущение наполненности энергии. Следующая сфера личностного роста. Здесь в методике колеса жизненного баланса, опять же, 3 составляющие. Первое, вы получаете знания, это состояние 0,4. Вам ничего не нужно делать, вам просто нужно погрузиться в те знания, которые для вас подготовил лектор. Это те знания, которые могут быть вам полезны, это те знания, которые вас мотивируют, но, пожалуйста, смотрите на состояние в сфере личностного роста, состояние 8-10. Это состояние, когда вы для себя решаете, что из вашего опыта может быть выпущено в публичную плоскость. Это сфера наставничества, то есть состояние 10 – это вы для какого-то одного человека или группы лиц становитесь наставником. Состояние наставника – это передача своего опыта. Как правило, люди, которые просят наставничества, люди младше вас по возрасту, это люди, которые имеют меньше профессиональный опыт, поэтому задача наставничества, в начальном периоде вы справитесь как бы легко. Состояние 4-8 – это уже усилие над собой, это понимание того, что из полученных знаний вы можете применить, трансформировать к своему бизнесу, к своей сфере деятельности, какие инсайты у вас возникают. Здесь есть специалисты в интернете, вы их легко найдете, которые помогают вам построить эффективный день, что-то научитесь планировать. Пробуйте, получайте инсайты, это будет классно. Следующая сфера денег. Колесо жизненного баланса предоставляет свою методику, состояние 8-10, то есть нужно формулировать свои цели для того, чтобы управлять чужими финансами. Это ваша способность справляться с рисками, поэтому здесь полезны специалисты, которые помогают вам принимать правильные решения в условиях недостаточной информации. Это ваша практика планирования финансов, непосредственно работа с финансами. И это ваш кругозор, какие сферы будут приносить, какие отрасли будут приносить большой доход в ближайшем будущем. Это сфера новых технологий. Карьера и бизнес. На начальном этапе любые специалисты, которые помогают вам двигаться по карьерной лестнице, пожалуйста, пользуйтесь ихними знаниями. Очень много здесь знаний есть в открытых источниках, специализированные формулы, сообщества и так далее. Но здесь задача в этой сфере, и колесо жизненного баланса для этого и предназначено, смотреть в перспективу, уметь пользоваться возможностями. Состояние 8-10 – это, в конце концов, вы, даже работая, будучи наемным сотрудником или погруженным в какую-то сферу, вы всегда можете иметь какой-то пассивный доход, где не требуется ваше участие, но, тем не менее, оно помогает вам просто чувствовать себя реализованным человеком. Духовный рост и творчество. Любые специалисты, которые попадают в вашу сферу хобби, общение с ними всегда полезно. Главное, это общение, чтобы было регулярным. Обязательно участвуйте в выставках, смотрите, что происходит в мире, знакомьтесь с теми людьми, которые в этом хобби сделали большой рывок. Колесо жизненного баланса здесь вам помогает в хобби находить новую мотивацию, новое вдохновление, отдыхать еще до того, когда вы приблизитесь к состоянию эмоционального или профессионального выгорания. То есть это сфера, она заточена на то, рядом она стоит с карьерой и бизнесом, чтобы вы эмоционально не выгорали. Сфера яркой жизни, научиться полноценно радоваться, понимать, что жизнь многогранна. Здесь это поиск своего пути. Пожалуйста, практика йоги, любой духовные практики. Колесо жизненного баланса всего лишь даст вам ответ. Вы находитесь в состоянии 4-8, вы знаете, что вы будете делать завтра, послезавтра, или вы потихонечку приближаетесь к состоянию 8-10.